Кашель – частый симптом в осенне-зимнем периоде. Нет ни одного человека, который бы не кашлял. Причины кашля могут быть разные, но есть одно общее ощущение, которое возникает при всех вариантах кашля. Это ощущение першения, зуда или пощипывания в горле, формируя у человека ложное представление о заболевании горла. Сегодня я вам расскажу, в каких случаях развивается кашель. И несмотря на то, что кашель может развиваться при разных заболеваниях, это и бронхолегочная система, заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистая система, нервная система и даже аллергический кашель. Практически каждый человек, который кашляет, думает, что он кашляет из-за того, что у него болит горло. Я сейчас попытаюсь объяснить, развеять эти мифы, ваши сомнения, для того, чтобы вы четко понимали, почему развился у вас кашель. Для начала я вам объясню, что кашель – это в первую очередь защитный рефлекс, направленный на то, чтобы очистить бронхи. И этот рефлекс возникает в результате синергии грудных мышц голосовой щели. Синхронно, одновременно с закрытием голосовой щели, происходит повышение внутригрудного давления, затем голосовая щель резко открывается и происходит форсированный выдох. Зачем это нужно? Ведь природа очень умно устроила наш организм. И ничего лишнего в нашем организме нет. Те пациенты, которые думают, что у них кашель возникает из-за того, что болит горло, задумайтесь, а зачем организм создает такой сложный рефлекс для того, чтобы что? Очистить горло? А зачем? Ведь очевидно, доступно, понятно, логично, что такой мощный форсированный выдох нужен для того, чтобы очистить легкие. Для начала я еще хочу оговориться, что легкое и бронхи – это не разные органы. Как многие пациенты думают, они спрашивают, а это что, это бронхи, а это легкие? Это один единый орган, который состоит из бронхов и легочной ткани. А легочная ткань – это альвеолы, пузырьки, в которых происходит газообмен. Когда воздух через бронхи проходит, и он отдает кислород в кровь, а из крови углекислый газ, все это происходит в альвеолах. Это одна система. Так вот, когда человек кашляет, что очевидно, что такой рефлекс нужен не для того, чтобы освободить нос или очистить горло. Такой рефлекс, такой огромный механизм нужен для того, чтобы очистить бронхи, но никак не горло. Поэтому кашель горло не очищает. Мало того, когда у вас болит горло, вам очень трудно кашлять. Но неужели организм будет делать то, что некомфортно, то, что усугубляет боль? Поэтому я сконцентрируюсь на том, что в первую очередь кашель возникает тогда, когда есть необходимость очистить бронхи. От чего? Любые механические частички, пыль, химические взвеси, газы и так далее могут раздражать кашлевые рецепторы, вызывать кашлевой рефлекс. Воспалительный процесс. В слизистой бронхах есть рецепторы, которые реагируют на медиаторы воспаления. Поэтому любой воспалительный процесс повышает чувствительность рецепторов, раздражая которых развивается кашель. Но все это нужно для того, чтобы очистить бронхи от мокроты. Кашель может возникать на фоне сужения бронхов. Так называемая обструкция. То есть как бы кашлевой центр дает команду для того, чтобы прочистить бронхи. Но вы же чувствуете ощущение першения, зуда в горле. И, конечно, любой человек, он не оставляет это без внимания. Перед тем, как покашлять, у него защипало в горле, он начинает откашливать. В следующий раз то же самое. И, конечно, формируется четкий рефлекс. Ага, ну если у меня защипало в горле, а после этого я начал кашлять, значит, у меня болит горло. Я объясню. Все дело в рефлексе. Для того, чтобы создать вот этот
кашлевой рефлекс, как я уже говорил, спазмировать голосовую щель, поднять внутригрудное давление и резко форсированно выдохнуть, нужна команда. Командир должен крикнуть. И как раз вот это пощипывание и зуд в горле и является некой командой, которая заставляет голосовую щель сомкнуться. Дальше повышается внутригрудное давление и происходит кашель. То есть это команда для того, чтобы запустить рефлекс. То есть кашлевой центр, организм ложно формирует ощущение в горле, чтобы вы покашляли. А вы фиксируете на это свое внимание, как будто у вас болит горло. На самом деле горло может тоже болеть, потому что кашель, возникающий на фоне воспаления в бронхах, возникает, когда туда попадает инфекция. Инфекция сначала проходит через горло, естественно. Воздушно-капельным путем она пролетает и оседает на стенках глотки, и там тоже может вызывать воспаление. Потом она проникает в бронхи. Но в данном случае болезнь горла не является причиной кашля, а просто некий сопутствующий элемент болезни. Ну, к примеру, человек заболел гриппом или каким-то любым ОРВИ. У него заложило нос. Мы же не будем считать, что заложенный нос является причиной кашля. Нет, это просто общее состояние воспаления, насморка, простуды, которая распространилась с носа горла на бронхи. Да, горло болит, но оно не является причиной кашля. Это просто, скажем, некий элемент, составляющий элемент того простудного заболевания, которое вас настигло. Поэтому кашель – это всегда очищение бронхов от мокроты, от каких-то пылевых частичек. Это реакция на воспалительный процесс в слизистой оболочке, где находятся рецепторы, и их раздражают медиаторы воспаления. И кашель может быть на аллергены. У кого в весенне-летний период на цветение развивается аллергическая реакция. Естественно, это такое же воспаление, как и бактериальное, только его провоцируют не вирусы бактерии, а аллергены. Иммунная система, в свою очередь, развивает отек и воспаление. Поэтому мы должны понимать, что горло не кашляет. Но как же быть с таким объяснением врачей, что слизь стекает по задней стенке глотки, раздражая ее, вызывает кашель, когда вот здесь вот течет слизь. Раньше это называли постназальный затек. Пост – это после, назальный носа, после носа. То есть задние отделы носа, сопли стекают по задней стенке глотки, вызывают кашель. Сейчас это называют кашлевой синдром верхних дыхательных путей. Я с этим в корне не согласен. Я ничего не ломаю, стереотипы не рушу, пусть это для кого-то остается истиной, но я с этим не согласен, как врач практикующий, как врач, который лечит бронхолегочные заболевания и лор заболевания. Я лишь просто вам даю некую ориентацию, чтобы вы понимали и знали, откуда возникает кашель. Для того, чтобы очистить горло, вы уже понимаете, кашель не нужен, потому что те сопли, которые стекают по задней стенке в вашу глотку, они вызывают другой рефлекс, глотательный рефлекс. И больной человек эти выделения проглатывает. И эти сопли, они попадают в пищевод. Кстати, еще некоторые пациенты думают о том, что у меня сопли стекают туда в бронхи, и потом их начинают откашливать. Никакие сопли в бронхи не стекают, потому что есть надгортанник. Если вы посмотрите, что задняя стенка глотки – это является стенкой пищевода. Она переходит в пищевод, и человек эти сопли проглатывает, как и проглатывает пищу. Когда вы едите, вы же не кашляете. Еда, проходя по глотке, точно так же сдавливается мышцами глотки и протискивается в пищевод. Вызывает то же самое воздействие, что и жидкие сопли, только жидкая скользкая сопля еще меньше раздражает глотку. И когда вы едите, вы не кашляете. Это еще один аргумент против этой теории. Так вот, когда человек проглатывает пищу, она уходит в пищевод. А почему сопли должны попадать в бронхи? Это противозаконно. В организме этого не происходит, потому что есть надгортанник, это такая крышечка, которая схлопывает вход в гортань и в трахею, и те жидкости, включая еду, любые жидкости, включая выделение из носа, сопли и так далее,
Они не могут попасть в гортань, иначе будет аспирационная пневмония. Человек не проживет и 2-3 дней, если у него не будет работать надгортань. Так вот, глотательный рефлекс приводит к тому, что надгортань схлопывается и все содержимое проваливается в пищевод. Поэтому те выделения, которые идут из носоглотки, они все проглатываются. Почему я на этом заостряю внимание? Дело в том, что я очень много подобрал пневмоний и бронхитов. Когда такие пациенты приходили на прием к врачу в поликлинике, а врач, особенно это касается детей, не только, но с детьми чаще, потому что у них аденоиды, а врач говорил, это у вас сопли стекают по задней стенке глотки, поэтому вот лечите нос, лечите аденоиды, и отправляли пациента на простое, неадекватное состояние лечения, а там была пневмония. А там был бронхит. А что такое нелеченная пневмония и бронхит в детском возрасте? И даже во взрослом. Это астма. Все это через 2-3 месяца переходит в бронхиальную астму. И когда такие пациенты приходили к нам, так как мы занимаемся лечением лор-заболеваний, аденоидами, гайморитом, приходили и говорили: доктор, у нас проблема с носоглоткой, у нас аденоиды, поэтому мы кашляем, вот лечите нам аденоиды. И только при детальном исследовании я находил и определял там пневмонию. Да, аденоиды были тоже, как состояние общего воспаления. Ведь инфекция, которая летит, она летит через носоглотку, естественно, первым делом она оседает в верхних дыхательных путях. Потом она распространяется через кровь гематогенным путем, через лимфу лимфогенным путем, воздушным с воздухом. Она распространяется в бронхи. И через какое-то время, несколько дней, развивается воспаление в бронхах и даже в легочной ткани, вызывая пневмонию. Попутно есть насморк, попутно даже может болеть горло. Но это всего лишь сопутствующие состояния, а не причины кашля. И вот такие пациенты, особенно дети, потому что у них аденоиды, а аденоиды – это удобный диагноз свалить кашель на сопли. Практически, я думаю, наверное, 90% детей, у которых кашель идет из бронхов, им объявляют, что это аденоиды. Потому что это легко, это просто отправить ребенка на операцию, удалить аденоиды, а там была пневмония. Удаление аденоидов приводит к тому, что иммунная система ребенка не способна полноценно формироваться, не способна оценивать микробный пейзаж окружающей среды, и на фоне хронической инфекции в легких все это переходит уже в хронизацию и развитие хронического бронхита, даже бронхиальной астмы. Поэтому запомните, в основной своей природе чаще всего кашель идет из бронхов, идет из легких. Следующая причина, когда возникает кашель, это рефлюкс или ГЭРБ, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Это состояние, которое пациенты иногда оценивают как изжогу. Но я бы предпочел умолчать изжогу, потому что при рефлюксной болезни изжога является уже таким крайним проявлением рефлюксной болезни, и она возникает редко. Куда чаще рефлюксная болезнь может проявляться и даже проявляется без изжоги, когда происходит испарение кислоты из желудка. Изжоги еще нет, ощущения жжения пищевода нет. Точнее, оно может быть, но при какой-то погрешности в диете, когда человек там, где-то согрешил, поел не то, это бывает 1-2 раза в год, это допустимо в пределах нормы. Но если у человека изжога каждый день ежедневно, то здесь не просто нужно думать о враче, здесь нужно уже бежать скоро к врачу и предпринимать меры, потому что такая постоянная изжога – это симптом уже даже не просто гастрита, а даже язвенной болезни. Но чаще всего ГЭРБ или рефлюкс проявляется без изжоги, в такой легкой форме, незаметной, и многие люди не замечают ее. Я часто говорю, что первый врач, который ставит диагноз рефлюкс, это не гастроэнтеролог, хотя это по его профилю. Это лор-врач, который смотрит в горло, и по задней стенке глотки мы видим признаки гипертрофического фарингита, которые являются четким указанием на рефлюкс.
Так вот, рефлюкс – это в самом частом проявлении это испарение кислоты. Кислота из желудка поднимается в пищевод, а дальше с пищеводом в гортаноглотку. Вот смотрите на картинку. Испаряясь, поднимаясь кверху, попадая в гортаноглотку, вот эти ионы кислоты, они смешиваются с вдыхаемым воздухом, и при вдохе, а человек дышит 18-20 раз в минуту, при вдохе попадают в бронхи. То есть пары, ионы, испарения кислоты вместе с воздухом летят в бронхи, обжигая слизистую оболочку. Естественно, слизистая раздражается и реагирует на это кашлем, потому что бронхам это не нравится. Бронхи пытаются очиститься, они пытаются выкашлять этот токсичный воздух, появляется кашель. Поэтому в этом случае надо исключить рефлюкс и попросите врача, к которому вы обратились, посмотреть на заднюю стенку горла. Задняя стенка глотки будет показывать гипертрофический фарингит. Есть гранулезный гипертрофический фарингит, есть боковой гипертрофический фарингит. Это боковые валики по задней стенке глотки утолщенные. А гранулезные – это такие зернышки, как прыщички на задней стенке, которые иногда даже сами пациенты спрашивают, что это за такие вот зерна, пупырки. Это признак гипертрофического фарингита, это признак рефлюксной болезни. Попутно замечу, что чаще всего рефлюкс развивается при хроническом танзилите. Это воспаление гланд, нервных миндалин. Из них выходит гной, попадая в желудок. Гной, раздражая слизистую желудка, вызывает воспаление, неправильную работу сфинктера, и гной, как инфекционная нагрузка, усиливает выброс кислоты. Избыток кислоты начинает подниматься кверху и создает вот этот кашель. И, кстати, обжигает носоглотку, потому что эти эфиры поднимаются вверх к своду носа, к носоглотке, и, обжигая слизистую, тоже могут вызывать насморк, могут вызывать выделение слизи, и испарение кислоты также обжигают небные миндалины, поддерживая хронический танзилит. Понимаете, порочный круг. То есть все началось из миндалин и возвращается обратно к миндалинам. А мы идем дальше. Следующая причина развития кашля – это заболевание сердечно-сосудистой системы. Здесь я коротко расскажу, пусть вам про это расскажет лучше кардиолог, но сердечно-сосудистая система в редких случаях вызывает проблемы со стороны органов дыхания в случае, когда происходит застой в круге малого кровообращения. В результате развивается отек легких, появляется рефлекторный кашель. Но это такие очень тяжелые, сложные состояния, которые не развиваются за неделю-две. Обычно это уже инвалидизирующее состояние, которое копится годами. И такие пациенты уже давно наблюдаются у кардиологов. Дальше идет кашель со стороны нервной системы. Такой редкий симптом, но тем не менее его нужно проговорить. Это неврогенный кашель. Сейчас называют тикоидный кашель. Это как бы тики, чаще всего у детей развиваются. Как заподозрить неврогенный характер? Этот кашель начинается после каких-то эмоциональных переживаний, то есть без простудных явлений. Как правило, это кашель сухой, без мокроты. Он может быть редким, может быть частым. Во время сна не возникает. Когда ребенок занимается каким-то интересным делом, событием, он тоже перестает кашлять. То есть и кашель усиливается после эмоциональных потрясений. Таким кашлем должен заниматься психолог, психоневролог, невролог, либо психиатр в тяжелых случаях. Ну и следующая причина – это аллергический кашель, когда человек вдыхает аллерген, возникает воспалительный процесс, потому что аллергия возникает тоже воспаление, что и бактерии, и вирусы, только причиной является аллерген. Но в случае с аллергическим кашлем здесь четкая связь. Поконтактировал с аллергеном, закашлял. Нет аллергена – нет кашля. Особую группу риска составляют астматики. Но люди про это и так знают, что у них есть эта проблема. И в данном случае таких пациентов должен обязательно вести пульмонолог или аллерголог. Ну и перед тем, как перейти к лечению, все-таки хотел бы резюмировать вышесказанное и акцентировать внимание на том, что в первую очередь
кашель является бронхолегочным, и нужно исключить именно воспалительные заболевания, потому что особенно если речь идет о сезонном характере, осенне-зимнем периоде, то, к сожалению, никто не исключал заболевание ковидом. Эта болезнь от нас не ушла. Эта болезнь будет сопровождать нас, наверное, всегда. Как она зашла, так и она осталась. Поэтому, если у вас есть кашель на фоне высокой температуры или начало болезни было с высокой температурой, потом появился кашель, нужно в первую очередь исключить состояние ОРВИ, то есть вирусную этиологию. Причем кашель может вызывать и грипп, и парагрипп, и хламидийная инфекция, и микоплазменная инфекция, и ковидная инфекция. Но что касаемо ковида, и, к сожалению, эти вспышки есть, подтвержденные лабораторными данными, люди сейчас болеют, никто его не отменил. Но, опять же, важно отметить, что не у всех пациентов с ковидом возникает температурная реакция. И такие люди, они просто начинают перебаливать в легкой форме. Естественно, нет температуры, нет повода скрываться, одевать маски, закрываться, изолироваться. И такой человек ходит в обществе, он заражает окружающих. Но, опять же, нераспознанный вирус, а значит не поставленный диагноз, а значит неправильное лечение, может приводить к фиброзным изменениям в легких. То есть ковид очень часто, а мы это уже видим спустя несколько лет, после ковида образуются фиброзирующие изменения, рубцевание легких, которые протекают в латентной форме. И даже легкий сухой кашель может быть сигнализировать о том, что есть эта проблема. Поэтому я считаю, что в данном случае, если у человека есть кашель, все способы хороши для диагностики. Во-первых, нужно обратиться к врачу, пульмонологу, к терапевту для того, чтобы вас послушали, для того, чтобы врач назначил рентген-диагностику. Я бы вам посоветовал начать с лабораторной диагностики. Перед тем, как обращаться к врачу, во-первых, все врачи любят анализы. Поэтому, когда вы приходите уже с готовым общий анализ крови, сдайте на ковид, не надо бояться, не надо пугаться, от этого зависит ваше дальнейшее лечение. И после этого обратиться на прием к врачу. Естественно, никогда у вас температура, с температурой ходить нельзя. Нужно лежать в покое, потому что во время температуры организм испытывает интоксикацию. Это очень большая нагрузка на сердце. По банальному общему анализу крови можно понять, какого характера воспаления. Любой врач определяет, либо это бактериальное воспаление, либо это вирусное воспаление. С-реактивный белок, анализы на легочные хламидии, на легочные микоплазмы. Сдайте анализ на ковид, потому что это серьезно, особенно в осенне-зимний период. Это имеет место быть в нашей жизни. Люди, которые страдают хроническим кашлем, как правило, это хобл или бронхиальная астма, я советую сдавать анализ мокроты на посев и микроскопию мокроты. Посев на флору определяет, какие микробы живут в ваших бронхах. Микроскопия мокроты определяет, какой воспалительный процесс преобладает. По микроскопии можно определить гнойный, негнойный, аллергический, неаллергический, бактериальный воспалительный процесс. А еще очень важно при хроническом кашле, особенно если сопутствует одышка, удушье, сделать функцию внешнего дыхания, которая определяет не только емкость, но и возможную обструкцию в бронхах. А теперь давайте о лечении. Только с одной оговоркой, что кашлем должен заниматься врач. Я говорю только принципы, без названия препаратов, а в конце дам рекомендации, уже которые можно выполнять самостоятельно в домашних условиях. Итак, препараты делятся на два вида. Первое – это мукоактивные, которые улучшают отхождение слизи. И вторые препараты, антитуссивные, они подавляют кашель через кашлевой центр. Они могут быть центрального периферического действия. Но эти препараты мы не будем разбирать, потому что они приводят к заболачиванию бронхов, так как слизь там скапливается, люди не откашливаются. Это грозит серьезными осложнениями. Эти препараты может назначать строго только врач. Первая группа препаратов делится еще на три. Это муколитики, мукокинетики и мукорегуляторы.
Муколитики первая группа – это препараты, литик лизируют, они растворяют слизь. То есть они воздействуют на дисульфидные связи патологической слизи или мокроты, или гноя, таким образом разрушая сгустки, делают их более текучими, более жидкими. Все это способствует эвакуаторной функции бронхов. Мукокинетики – это препараты, которые увеличивают объем мокроты за счет усиления секреции собственной слизи. То есть железы, бокововидные железы начинают активно секретировать слизь, как бы разбавляя скудный секрет. То есть это очень важно назначать пациентов, у которых скудная мокрота. Либо мокроты нет, либо мокрота плохо откашливается. Для того, чтобы ей придать объем и ее немного разбавить, разжижить. Поэтому мукокинетики таким образом, усиливая не только реологические свойства мокроты, но и работу ресничек, это мукоциллярный клиренс, который двигает всю эту слизь к выходу кверху, в комплексе способствует очищению бронхов. Но к мукокинетикам, второй группе препаратов, смело можно добавлять первую группу, это муколитики. То есть, когда мокроты мало, добавляем туда слизи, и муколитики еще больше разрушают патологическую слизь, усиливая разбавление. То есть вот эти комбинации первый и второй препарат, они возможны. Третья группа препаратов – это мукорегуляторы. Они нужны, когда слишком много мокроты. Для того, чтобы уменьшить синтез мокроты и улучшить движение ресничек, назначают мукорегуляторы. Мукорегуляторы тоже можно сочетать с муколитиками. Но эти комбинации пусть определяет ваш врач. Ну а теперь переходим к домашним рекомендациям, которые можно использовать без назначения врача, но с одной оговоркой. Это подходит только взрослым, детям нельзя. Детьми должен заниматься всегда врач. Самый простой способ очистить бронхи – это грудной сбор номер 2. В его состав входят 3 лечебные травы, которые воздействуют на все звенья патогенеза воспаления в бронхах. Значит, первое – это мать и мачеха. Она оказывает обволакивающее воздействие на слизистые всего дыхательного тракта. Плюс мать и мачеха разжижает густую патологическую мокроту, слизь, гной. Второй компонент – это подорожник. Подорожник работает как природный антибиотик и противовоспалительное средство. Но в последнем случае хорошо помогает корень солодки. Корень солодки – это топ из всех растительных средств, который обладает мощным противовоспалительным средством. Причем его противовоспалительный эффект очень похож на глюкокортикостероидный. Плюс корень солодки приводит к повышению лейкоцитов, подвижности лейкоцитов, то есть повышает местную иммунную систему. Таким образом, если мы берем грудной сбор номер 2, мы видим, что первый компонент воздействует местно на слизистые оболочки и на густую мокроту. Второй компонент, подорожник, работает как антибиотик. И третий компонент, корень солодки, он оказывает выраженное противовоспалительное действие. Такой сбор я могу порекомендовать любому человеку, у которого есть острый хронический кашель. И такое лечение, естественно, показано только при отсутствии аллергии на лечебные травы. Еще одна рекомендация будет, которую можно выполнить в домашних условиях, это щелочные ингаляции. Когда вы берете грелку, в эту грелку нужно налить горячий раствор щелочной, который приготавливается из соды и кипятка. На пол-литра кипятка достаточно 1 столовой ложки соды, причем сода погружается строго в кипяток для того, чтобы создать вот это бурление кипения, тогда сода превращается в щелочь. Желательно этот раствор остудить, чтобы не обжечься. И будучи горячим, но не теплым, налить в эту грелку и строго небольшими вдохами дышать в течение 5 минут.
Причем я рекомендую, эта процедура такая осторожная, чтобы не обжечься горячим паром, я рекомендую все-таки остудить до комфортной температуры, которая оказывает такое горячее воздействие, но не обжигающее. Хорошо делать выдох, чтобы грелку раздувать, а потом пассивно грелка смыкается, она легко выдавливает этот пар в ваши бронхи. То есть глубокий вдох лучше не делать, чтобы не рисковать и не вдохнуть саму горячую воду и не вдохнуть большую порцию горячего пара. И, естественно, этот тепловой метод с осторожностью применять в фазу обострения, потому что любые тепловые процедуры в острую, подострую фазу могут усилить отек. Не забывайте про обильное питье, потому что для того, чтобы разжижать мокроту, нужна жидкость. И если вы помните, когда я вам говорил про мукокинетики, мукорегуляторы и муколитики, конечно, здесь должен разбираться врач, когда назначить, в какой последовательности это сочетать. Но я вам могу смело порекомендовать группу муколитиков. Это ацетилцистеин, который разрушает дисульфидные связи густой мокроты, если у вас есть густая мокрота. Или скудная, или обильная, и в том и в другом случае это даст хороший эффект. Название препаратов не говорю умышленно, но ацетилцистеин поймут в любой аптеке. А у меня на этом все. Желаю вам крепкого здоровья, не кашляйте.